Это интересно, потому что моего ДНК не могло быть в этой машине, ведь я никогда в ней не был. То есть ты утверждаешь, что на фото не ты? Это определенно не я. У меня нет такой рубашки. Я не... Лицо на видео толком не разглядеть, но это точно не я. Да ну к черту. Пусть будет так. Ладно. 18 июля 2008 года в городке Дулут, штат Джорджия, полиция обнаружила тело Джанай Коулман, учительницы начальных классов и приемной матери троих детей. Ее жестоко застрелили прямо на парковке. Детективы тут же бросились выяснять, что за монстр мог стоять за этим хладнокровным преступлением. Благодаря показаниям свидетелей, записям с камеры и ДНК-экспертизе, следователи вышли на главного подозреваемого. У них была целая гора улик против него. Но они даже не подозревали, что все их усилия окажутся бессмысленными, а настоящим убийцей окажется тот, кого они меньше всего ожидали увидеть. 911. Мы находимся в торговом центре Гвинет, и здесь только что подстрелили женщину. Где именно? У Гвинет? У автобусной остановки. Она дышит? В сознании? Да, она шевелится. Вы видели, куда делся стрелявший? Да, он был в машине, но резко рванул с места. На какой-то крупной машине. Было 9 вечера 18 июля. Джанай Коулман делала то же, что и всегда по пятницам, ждала свою дочь. Она припарковала свой золотистый Dodge Stratus возле торгового центра рядом с рестораном, где дорабатывала смену ее дочь. Обычная безопасная рутина. Но в ту ночь все пошло не так. Пока Джанай сидела в машине, из здания ближайшей заправки вышел мужчина с пистолетом в руке. Прежде чем она успела понять, что происходит, он уже стоял у ее окна и требовал вылезти из салона. У Джанай не было ни единого шанса. Она даже не успела попросить о пощаде или дать отпор, как прогремел выстрел. Одиночный оглушительный хлопок эхом разнесся по парковке. Пуля пробила Джанай грудь. Но нападавший не остановился. Он вытащил ее из машины и швырнул на асфальт как мусор, после чего дал по газам и скрылся на ее автомобиле, оставив женщину истекать кровью. Очевидцы бросились к Джанай, пока другие вызывали 911. Прибывшие медики пытались стабилизировать ее состояние на пределе скорости, борясь за ее жизнь. Но спустя всего 10 минут после начала операции Джанай скончалась. Эта новость разрушила семью Коулман. За что? Зачем кому-то убивать любящую мать, учительницу и верного друга, которая никому не желала зла и жила спокойной жизнью? У детективов оставался один главный вопрос. Было ли это обычным угоном? Нападение казалось слишком личным, слишком жестоким и дерзким. Больше похоже на преступление на почве страсти. Но расследование вот-вот должно было принять поворот, которого не ожидал никто. Пока следователи не могли понять, было ли это спланированное убийство или случайный угон, одно оставалось бесспорным. Им нужно было найти машину Джанай. Почти 24 часа поиски не давали никаких результатов. Но 19 июля 2008 года поступил звонок. Золотистый Dodge Stratus нашли брошенным в 30 милях от места преступления, в районе Форест-Парк. Машину тут же эвакуировали в криминалистическую лабораторию. Салон выглядел нетронутым, все на своих местах, кроме одной детали. Под водительским сиденьем застрял окурок. Сначала это показалось мелочью, но когда детективы узнали, что Джанай никогда не курила, до них дошло. Этот окурок мог принадлежать убийце. Если из него удастся извлечь ДНК, они найдут того, кто отнял ее жизнь. Но они даже не представляли, насколько все запутывается. Пока эксперты выделяли ДНК из окурка, сыщики изучили записи с камер заправки напротив места преступления. Однако удача была не на их стороне. Угол обзора камеры не захватывал место убийства. Тогда детективы обратились к свидетелям. Водитель автобуса, находившаяся неподалеку, слышала выстрел и видела, как темнокожий мужчина вытащил Джанай из машины и уехал. Она описала подозреваемого: шорты цвета хаки и белая футболка с зелеными рукавами. Вскоре мужчину по этому описанию заметили в Форест-парке, как раз там, где бросили авто. Более того, полиция получила записи с 2 других камер. На одной из них подозреваемый покупает товар, а затем возвращается за пачкой сигарет Benson and Hedges, ровно той марки, чьей окурок нашли в машине Джанай. Записи с камер четко зафиксировали его маршрут вплоть до момента, когда он бросил Dodge. В этот момент детективы были уверены, у них есть все.
Подозреваемый, видеозаписи и ДНК. Они были в шаге от разгадки, но этот шаг оказался самым сложным. Когда пришли результаты лаборатории, сыщиков ждал удар. Отпечатков пальцев из машины в базе не оказалось. ДНК с окурка тоже без совпадений. Их главный подозреваемый был просто призраком для системы. Не имея ни имени, ни судимостей, детективы пошли на последний шаг, обратились к общественности и опубликовали видео с камер магазина. К февралю 2010 года дело окончательно заглохло, и вдруг неожиданный прорыв. Пришло уведомление из Кодис, национальной базы данных ДНК. Нашлись совпадения по окурку. Подозреваемый попал в систему из-за недавнего задержания с наркотиками. Им оказался 50-летний Дональд Юджин Смит. Он идеально подходил и под описание свидетелей, и под кадры с камер. 3 февраля 2010 года, спустя почти 2 года после убийства, Дональда Смита арестовали. Имея на руках железобетонные улики, следователи были уверены, что взяли нужного человека. Оставалось лишь получить признание. Но то, что Дональд сказал дальше, шокировало всех. Я должен зачитать тебе права насчет этих прав. Ты хочешь их обсудить, чтобы я тебе все разъяснил? Я бы хотел. На самом деле, все дело вот в этой машине, понял? Я задам тебе прямой вопрос. Ты когда-нибудь видел этот автомобиль раньше? Или сидел в нем? Нет, не видел. А эту женщину ты когда-нибудь в своей жизни встречал? Нет, никогда. Эту машину, которую ты, по твоим словам, в глаза не видел. Угу. И эту женщину, которую ты знать не знаешь? Да. Так вот, твоя ДНК оказалась в этой машине. Вот это интересно. Потому что моей ДНК там никак не могло быть. Потому что я никогда в ней не был. Как правило, подозреваемые отрицают какую-либо связь с преступлением, но в этот раз все пошло по совершенно иному сценарию. У детективов имелись все возможные доказательства вины Дональда, но тот лишь посмотрел им в глаза и твердо ответил «нет». Он был абсолютно непреклонен в своей невиновности, и детективам это упрямство определенно не понравилось. Понимаешь, с какой проблемой мы столкнулись? Знаешь, я надеялся, ты скажешь «да, я видел ее, я раньше работал с ней, мы немного зависли вместе, и все». Но я ушел, и когда я уходил, она была абсолютно жива. Что-то подобное мы еще хоть как-то могли бы объяснить, но когда ты утверждаешь, что вообще никогда в жизни ее не видел, как, черт возьми, твое ДНК оказалось в ее машине? Слушай, мужик, да не знаю я ее. Почувствовав, что Дональд лжет, детективы показали ему имевшуюся у них видеозапись с камер наблюдения. Но это лишь прибавило ему уверенности. У меня тут на компьютере есть видео. Хочу, чтобы ты посмотрел и сказал, узнаешь ли ты себя. Хорошо? Конечно. Я говорю об этом дне в округе Гвиннет. Который? Вот этот вот парень? Да, хочешь сказать, что на видео не ты? Это определенно не я. У меня и рубашки-то такой нет. Лицо человека там толком не разглядеть, но это точно не я. Дональд снова стоял на своем. Тогда детективы достали свой следующий козырь. И на этот раз ответ Дональда направил расследование по совершенно неожиданному пути. Твой номер мобильного телефона в то время был 404-200-200, верно? Нет, это не мой. Это номер телефона моего брата. Понятно. Он живет в округе Гвиннет? Да. Как зовут твоего брата? Рональд. Рональд. Он старше? Младше? Проживает по тому же адресу, что и твои родители? Он мой близнец. Близнец? Да. В смысле, родились в одно время. Вы однояйцевые близнецы? Да. Ладно. Детективы были убеждены, что Дональд просто водит их за нос. Но если это и была игра, то с очень высокими ставками. У однояйцевых близнецов общая ДНК. Они делят ДНК между собой. Я никогда не был в той машине. Так объясни мне или детективу Крузу, как твоя ДНК могла оказаться в машине этой молодой девушки? Я знать не знаю эту девушку. В глаза ее не видел. Значит, это должен быть кто-то с такой же ДНК, как у меня. Это же очевидно. Логично. Подвожу к тому, что ты пытаешься сказать. Если у кого-то совпадает твоя ДНК, значит, это либо ты, либо твой брат. Очевидно. Телефон твоего брата. Какого он цвета? Постойте. Я не собираюсь никого больше втягивать в преступление. Ты никого не втягиваешь. Я просто спрашиваю, какого цвета его телефон. Ты знаешь, где он сейчас находится? Вообще-то, да, знаю. И где именно? Ну уж нет. Потому что вы сейчас... Я так понимаю, теперь он станет подозреваемым. Нет, мне нужно просто поговорить с ним. Если твой брат совершил такую глупость, тебе нужно все это
все уяснить и трезво оценить всю ситуацию. Вы правы. Но не думаю, что мне нужны ваши нравоучения. Это непростой момент, я понимаю. Ранее ты говорил, что готов пройти полиграф. Может, просто сделаем это? Нет. Я хочу знать вот что. Если я сейчас откажусь от теста, вы меня арестуете и закроете прямо сейчас? Обвинение тебе пока не предъявлено, ты просто задержан. Вот что я скажу. Давай я дам тебе немного времени подумать. Хочешь свежей воды? Нет. У Дональда действительно был брат-близнец, но были ли они сообщниками? Или Дональд пытался подставить собственного брата, чтобы спасти себя? А может, он говорил чистую правду? В надежде выяснить истину, детективы провели проверку на полиграфе. И Дональд с треском ее провалил. Ранее, когда мы показали тебе видеозапись, ты утверждал, что это не ты. Ты ведь сам говорил мне, что твердо уверен, на видео твой брат? Да, мой близнец. И когда я соглашался на этот тест и на фотографирование, у меня не было вообще никаких сомнений. Эта женщина-полиграфолог говорит, что я лгал, когда отвечал на ее вопросы. Но все, что я видел перед глазами, это то, как мой брат творит нечто подобное. Это просто ужасно на самом деле. Если кто-то из наших близких, мать или отец, посмотрит ту же самую запись, любой наш знакомый сразу поймет, кто это. Не только по повадкам, но уж точно по одежде. Детективы показали запись с камер наблюдения сестре, матери и отцу Дональда, попросив их опознать, кто именно из братьев запечатлен на кадрах. И родные подтвердили, на видео действительно был Рональд. Кроме того, во время перекура на допросе Дональд скручивал себе самокрутки. А это совсем не та марка сигарет, которую эксперты нашли в машине убитой Джанай. Детективы оказались в тупике. У Рональда не было абсолютно никакого криминального прошлого, поэтому изначально все улики указывали на Дональда. Рональда вызвали на беседу, но он отказался и начал скрываться от полиции. В конце концов, его нашли прячущимся в доме родителей. Раньше все силы следствия были брошены на Дональда, но теперь впервые именно Рональд оказался в центре внимания. 5 февраля 2010 года Рональда арестовали и доставили на допрос. Мы сейчас находимся в ситуации задержания. Понятно? Слушай, а все, что ты собираешься сказать, ты можешь отложить это ненадолго? Это еще почему? Ну, ты же сам сказал, что я проторчу здесь не 1 час. Не мог бы ты просто отложить все это на какое-то время? Мне кажется, вам сначала надо взять у меня кровь на анализ. Ты хочешь сначала сдать кровь? Скажи мне толком, чего ты хочешь? Смотри. Я хочу поговорить с тобой, но прежде чем мы начнем беседу, я обязан зачитать тебе твои права. Ну, ты же не обязан арестовывать меня прямо сейчас. В смысле не обязан? Ничего себе. Что ты имеешь в виду, Рон? Объясни-ка. Я обязан это сделать. Это чисто формальная процедура, после которой мы сможем спокойно пообщаться. Если скажешь выйти, я выйду на пару минут. Но по закону я обязан зачитать права. А почему ты не действовал по закону, когда мы сидели, разговаривали и курили? Я обязан зачитать тебе права. Пришли результаты экспертизы отпечатков пальцев, и они совпали. Так что прежде чем мы начнем обсуждать отпечатки и все остальное, я обязан зачитать твои права. Итак, ты имеешь право хранить молчание. Я просто пытаюсь переварить все это прямо сейчас. Хорошо. Я оставлю тебя наедине с твоими мыслями, а потом вернусь, и ты мне все скажешь. Но ты ведь понимаешь все то, что я тебе только что зачитал? Понимаю. Отлично. Ладно, еще кое-что. Значит, теперь моего брата отпустят? Однако правда заключалась в том, что детективы не могли отпустить Дональда до тех пор, пока не убедятся на 100%, что ни один из братьев не пытается водить их за нос. Ладно, я принесу тебе другой телефон, если только ты не хочешь позвонить со своего. В смысле, это твои минуты, тебе решать. Да какая разница, все равно их надо потратить. Хорошо, сейчас принесу. Сиди пока. Алло, тут столько всего произошло. Дональда скоро отпустят, как только смогут. Что ж, в ближайшее время я отсюда точно никуда не выйду. Я пытался уговорить их отпустить Дональда. Хотя бы сегодня вечером. Но так быстро это сделать не получится. На него ведь уже выписан ордер, так что прокурору придется связываться с судьей. Они не могут просто взять и отпустить его на месте. Но детектив пытается все сделать до понедельника. Говорил, что попробует даже сегодня вечером, но я не знаю, получится ли. Что? Да. Ордер на обыск по делу об убийстве? Черт. Это все выглядит паршиво.
Не хочется этого говорить, но да, все очень плохо. Черт, у меня тут время на телефоне заканчивается. Я вот что тебе скажу, Ди. Я попал. Я в полном дерьме. Да, именно так. Это произошло случайно? Ну, непреднамеренно. Такое я еще хоть как-то могу понять. Думаю, именно этот вопрос сейчас у всех. Несчастный случай выглядит куда логичнее, и ты сам на это намекал. Ты сейчас на эмоциях, и это понятно. Вы ведь были неразлучны 45 лет. Это я могу понять. Я просто хочу разобраться, что было сказано. Что такого произошло или было сказано, что так вывело тебя из себя? Что тебя разозлило, взбесило или расстроило до такой степени, что все закончилось именно так? Я не готов сейчас все это обсуждать. Я просто не готов вдаваться в подробности. Не готов, потому что эмоционально тяжело, или это истощает тебя, или... Нет, я просто не готов. Я не готов давать какие-либо показания. Хорошо. А ты знаешь, когда примерно будешь готов поговорить с нами об этом? Мне нужно время. Мне нужно это переварить. Мне очень жаль. Ты бы хотел увидеться со своим братом. Я просто хочу, чтобы мой брат ушел. Твой брат очень хочет тебя увидеть. Он скучает по тебе и переживает за тебя. Он прямо спросил меня, можно мне увидеть брата? Я очень хочу его увидеть. Это его точные слова. Я хочу его увидеть. Он прямо за соседней дверью, сидит вот в той комнате. Ты серьезно? Клянусь тебе, клянусь. Он хочет тебя увидеть. Но пока вы не можете его отпустить, давай я приведу его сюда. Ты просто сиди, а он пусть тебя увидит. Он ведь переживает. Он не должен видеть меня сейчас. Да он сгорает от желания увидеть тебя, дружище. Все, чего он хочет, это обнять тебя, сказать, что любит и что будет рядом. Он возненавидит меня за это. Не сейчас. Значит, ты хочешь, чтобы я пошел к нему и сказал, что он находится в 2 шагах от своего брата, но не может его увидеть? Да, передай ему именно это. Ладно, пойду и скажу ему. А ты пока попей водички и соберись с мыслями. С той самой минуты, как Рональд переступил порог полицейского участка, было очевидно, с ним что-то не так. Он был явно не в себе от нервов, и телефонный звонок близким ничуть не помог ему успокоиться. Детективы увидели в этом шанс и решили, что лучший способ сломить Рональда — устроить ему очную ставку с Дональдом. Но перед тем, как привести брата, они сделали кое-что еще. Я хотел... Не знаю, знал ли ты эту женщину, но вот она. Ее звали Джанай. У нее осталось 3 приемных детей. Она была школьной учительницей. Ее семья просто умоляла меня узнать, что на самом деле произошло. Они умоляли меня. Они очень религиозные люди. В них даже не было злобы. Они просто хотели понять, почему это произошло. Они мне это особо подчеркнули. Ее двоюродный брат — диакон, они из другого штата. У нее 3 маленьких приемных детей. Они просто хотели знать, почему. Пожалуйста. Я ведь дал им обещание, что хотя бы попытаюсь узнать, почему. Я сам подумал, что это был несчастный случай, но я не знаю наверняка. И я пообещал им спросить. Я так им и сказал, что, по-моему, это была трагическая случайность. Буду с тобой честен. Я прав, это был несчастный случай. Я не могу. Не могу, клянусь. Просто не могу сейчас ни о чем говорить. Ладно, ты ведь скажешь мне потом, да? Пожалуйста. Я ведь дал им обещание, что хотя бы попытаюсь узнать, почему. Им больше ничего не нужно. Просто понять, что именно произошло и почему. Хорошо, если что-то понадобится, просто постучи в дверь. Можно мне салфетку?
Пытаясь добиться признания, ведущий следователь применил 7-й прием из знаменитого метода Рейда, предложив Рональду социально приемлемое и оправдательное объяснение преступления. Обычно подозреваемые охотно хватаются за такую соломинку, чтобы минимизировать свою вину. Но Рональд был настолько раздавлен, что полностью замкнулся в себе. Поэтому детективы решили отправить к нему Дональда. Все будет нормально. Но я тебе скажу, что будет дальше. Когда они отвезут тебя в тюрьму на оформление, ты предстанешь перед судьей. Не знаю, сколько сейчас времени, но тебя повезут вот в то здание напротив. Со мной было точно так же. Меня забрали в 2:30 дня, а доставили туда только к часу ночи или около того. Сначала привезли на место преступления, а потом сюда. А где тебя приняли? В центре, на углу, когда я забирал почту. Вот как они узнали, где меня искать. А арестовали из-за ДНК. У нас с тобой одинаковый профиль в федеральной базе. Как только попадаешь в систему, они берут анализ еще до того, как ты выйдешь. Сначала идешь к судье. Это первое. Потом тебя переодевают и отправляют на спецконтроль, в изолятор для склонных к суициду. Со всеми, у кого серьезная статья, так делают. Запрут в стеклянном боксе, совсем голого. Дадут только специальный антисуицидальный халат, плотный на завязках и липучках. И такое же стеганое одеяло на тонком матрасе. Просидишь там минимум 72 часа, 3 суток. Каждый день кто-то будет приходить на беседу, но увидишь ты их только через стекло. А вот потом уже переведут в общую камеру. И главное там, никому ничего не давай и ничего ни у кого не бери. И, кстати, копы там, такое ощущение, будто они на войне. Столько экипировки нацеплено. Я практически требовал, чтобы тебя отпустили. Хотел, чтобы тебя отпустили прямо сегодня вечером, но детектив сказал, что это процедура, ее нужно пройти. Да, я знаю, но я пытался сделать так, чтобы это произошло прямо сейчас. Но из-за того, что на меня уже успели выписать ордер, теперь нужно согласовать все с окружным прокурором. И я спросил, это что значит, ждать до понедельника? А он ответил, может и завтра все решится. Это процесс, все зависит от людей. Но их план не сработал. Близнецы наотрез отказались говорить о ключевых деталях. И когда стало ясно, что допрос зашел в тупик, детективы снова развели их по разным комнатам. Я понимаю, вам сейчас тяжело. В голове куча мыслей, вы пытаетесь все переосмыслить. Я все понимаю. Но это ваша единственная возможность изложить свою версию событий так, чтобы люди все правильно поняли. Это последний шанс. Через несколько минут мы закончим, и вас отвезут в окружную тюрьму. И в следующий раз вы увидите детектива Круза уже на предварительных слушаниях, совсем в другой обстановке, где он представит обвинение. Он представит абсолютно все, что у него есть по этому делу. А улик там просто непочатый край. Видеозаписи, ДНК, еще больше видео, отпечатки пальцев, детализацию телефонных звонков. Запись с другого ракурса, где видно, как вы выходите из машины точно в той же одежде, что была на вас в магазине Quick Trip, и в той же самой одежде, в которой вас видели свидетели на автобусной остановке. Материалов оглушительно много, по-другому и не скажешь. Вот почему я повторяю, насколько это важно. Люди будут задавать вопросы. 12 присяжных в суде скажут: «Так, секунду, почему это произошло?» И они посмотрят на нас, а мы объясним. Мы сидели с ним, мы дали ему шанс все рассказать. Что-то пошло не так. Может, вы обменялись оскорблениями, я не знаю. Но то, как ты общаешься со мной сейчас, все это вообще с тобой не вяжется. И все же очевидно, что произошло что-то ужасное. Я хотел бы знать ответы, детектив Круз хотел бы знать. И семья убитой тоже. Семья на тебя даже не злится, ты знал? Единственное, чего они хотят в такой ситуации, это хоть какой-то ясности и завершенности. Все это время они живут с одним вопросом в голове. Почему это произошло? Почему? Они не питают к тебе злобы. Они просто хотят понять, почему именно она. Почему она должна была уйти. Вот так просто. Им нужно знание «почему». Я сам не могу этого понять. Меня там не было. Я понятия не имею, что именно вывело тебя из себя в тот день. Из-за чего ты оказался в Форест-парке, а ее больше нет с родными. Ведь в конечном счете остается только факт.
Ее больше нет. У нее остались 3 приемных детей. Она была верующей женщиной, ходила в церковь. В тот день она просто сидела и ждала свою дочь, которая работала в ресторане Red Lobster. Она просто сидела, никому не мешала, занималась своими делами, и по какой-то причине ваш мир и ее мир пересеклись. Почему? Я не знаю. Хочу ли я узнать? Да. И я думаю, любой на моем месте хотел бы знать. Это важно. Я не считаю тебя хладнокровным, расчетливым убийцей. Я правда в это не верю. Но что-то произошло. То ли она что-то сказала, то ли у вас возник разлад, что-то в той машине пошло не так, и ее больше нет. И все, к чему мы стремимся, это просто узнать почему. Вот и все. Если отбросить все лишнее, нам больше ничего и не нужно. Послушай, я вот что тебе скажу. Я покурю одну сигарету? Окей. А потом мы вернемся и продолжим беседу. По рукам? Ты хорошо держишься, Рональд. Дайте им сигарету, мы пойдем покурим снаружи. Рональд вышел в туалет выкурить сигарету, но детектив, пошедший вслед за ним, просто не поверил своим глазам. Рональд прикурил сигарету ровно той самой марки, которую эксперты нашли на месте преступления. Вернувшись в комнату для допросов, детективы тут же сменили тактику. Они переставили стулья и сели прямо перед камерой, убрав из кадра самого Рональда. Они рассчитывали, что если он перестанет чувствовать направленный в лицо объектив, то может случайно сболтнуть лишнее. И они оказались абсолютно правы. Рональд, наконец, начнет говорить и попытается объяснить, почему произошедшее было лишь роковой случайностью. Почему это был несчастный случай? Все из-за курка. Там чуткий спусковой крючок, очень чувствительный. Это была случайность. Клянусь богом, просто несчастный случай. И я должен был сразу догадаться. Ведь у меня этот пистолет уже случайно выстрелил тем же утром. Я вообще отправился угнать машину. Делал так раньше, когда был намного моложе. Но у меня в голове всегда была одна мысль. Берешь с собой ствол. Просто для страховки. Чтобы не было сопротивления, чтобы все прошло гладко. Тем утром я сидел в номере отеля, и пистолет сам выстрелил. Он был у меня в руке. Я к этой чертовой штуке едва прикоснулся. И то же самое произошло позже, в тот же день. Когда я вылез из машины, я заметил полицейского. Парня, одетого как полицейский. Наверное, он там подрабатывал в ночную смену, брал дополнительные дежурства. Сначала, когда я парковался, я его не заметил, а потом пошел в его сторону, потому что не был уверен, коп это вообще или нет. Пошел в его сторону, будто мне надо в то здание, а сам в это время говорил по телефону. Да, говорил по телефону и пытался прикрыть все это, сделать вид, будто что-то ищу. Поэтому и начал орать в трубку. Окей. Потом я вернулся к машине и увидел, как он шагает прямо ко мне. Я отдал по газам. И в зеркале заднего вида заметил, как он уже передает описание по рации. Я понял, что далеко уйти не получится. Выехал с той парковки и проехал по улице, забросил тачку на другой парковке и пешком побежал в отель. Но я правда не хотел в нее стрелять. Это все этот чертов курок. Там спусковой крючок буквально от малейшего касания срабатывает. И я не вытаскивал ее из машины. Все было совсем не так. Окей. Раздался выстрел, и она выкрикнула: «Ты в меня выстрелил! Ты в меня выстрелил!» И ты вытащил ее из машины. Нет, она сама выпала из машины. Я ее не вытаскивал. Ладно, разные свидетели видят все по-разному, особенно когда слышат шум или выстрелы. Я не вытаскивал эту женщину из машины и точка. Мне плевать, кто там что говорит. Я этого не делал. Я вообще не хотел, чтобы пистолет стрелял. Ты просто хотел угнать машину. Она вышла из машины и крикнула: «Помогите!» Я уже садился в тачку, а она снова позвала на помощь. Только тихо так, едва слышно. И я дал по газам. Запаниковал, да? Просто хотел убраться оттуда поскорее. Струхнул и хотел поскорее убраться оттуда. Понимаю, это вполне логичная реакция. Эта женщина такого не заслужила. Я правда не собирался этого делать. Пистолет просто сам выстрелил. Я был в полном шоке. Вообще этого не ожидал. Я бы в жизни не причинил кому-то вреда, если бы человек сам не пытался навредить мне. Рональд признался, что увидел идеальную жертву для угона. Одинокую женщину посреди ночи, за которую некому было заступиться.
Он подошел к Джанай Коулман, пригрозил ей своим магнумом 357-го калибра и потребовал отдать ключи. А затем заявил, что оружие, цитирую, «случайно выстрелило из-за слишком чувствительного спуска». Вот только детективу ни на секунду в эти байки не поверили. В конечном счете полиция сняла все подозрения с Дональда и отпустила его, а Рональду предъявили обвинение в убийстве Джанай Коулман. Но когда Рональд Смит предстал перед судом, произошедшее дальше ошеломило абсолютно всех. Его показания развернулись на 180 градусов, а вернее сделали полный оборот на 360, вернув расследование к тому, с чего все начиналось. Рональд заявил, что Джанай Коулман убил не он, а его брат-близнец Дональд. По его новым словам, сам он не имел к преступлению никакого отношения и лишь помогал Дональду замести следы после того, как тот застрелил женщину и угнал ее авто. Но была одна проблема. Присяжные в эту сказку не поверили. Улики и само его предыдущее признание говорили совсем о другом. В итоге Рональда Смита признали виновным в убийстве Джанай Коулман. Суд приговорил его к пожизненному заключению, плюс еще 25 годам тюрьмы. Если вы думаете, что это дело было ужасным, обязательно посмотрите ролик, который прямо сейчас появился у вас на экране.